Посмотрите на это. Что здесь? Дэвид, проповедуй Евангелие, перестань трепаться об этой жалкой идеологии. Да, именно так многие христиане думали на протяжении многих лет. И они не понимали, что мусульмане не воспринимают Евангелие всерьез, потому что их головы забиты ложью о чудесном сохранении Корана. А характер Мухаммеда был настолько безупречен, что он, должно быть, говорил правду, потому что если у тебя безупречный характер, ты, очевидно, говоришь только правду. Так что он, должно быть, говорит правду о том, что он пророк. И Коран наполнен этими научными чудесами. И тогда они начинают говорить все это, а мы начинаем реагировать. Вы говорите: нет, просто проповедуй Евангелие. А мусульмане не принимают Евангелие. Почему? Потому что и Набиль на самом деле сказал мне об этом. Хорошо, Норматор Питер, я просто поясню тебе это. Я говорил это миллион раз. Все здесь это знают. И на самом деле, если вы говорите какую-то чушь, и это настолько серьезная проблема в христианстве, то я заблокирую вас за эту чушь. Я предполагаю, что, возможно, вы новичок и не знаете. То, о чем вы сейчас говорите, всегда было большим преимуществом ислама на Западе. Это то, что христиане не хотели реагировать на ислам. Это привело к тому, что мусульманские проповедники могли заходить куда угодно и говорить все, что они хотят, выдумывать все, что они хотят. Мухаммед был борцом за права женщин. Мухаммед освободил всех рабов. Они говорят все, что хотят, а христиане не хотят на это реагировать. И это позволило им привлечь множество новообращенных, основываясь на лжи, на которую христиане не хотели реагировать. Они не хотели ничего исправлять, потому что они могли бы задеть их чувства, если бы сказали, что им солгали и так далее. Набиль рассказал мне об этом после того, как он стал христианином. Первые 2-2,5 года мы были сосредоточены почти исключительно на христианской тематике. Мы были сосредоточены на том, умер ли Иисус на кресте, воскрес ли Иисус из мертвых, имеет ли смысл Троица, утверждал ли Иисус, что Он Бог, надежен ли Новый Завет. Вот на чем мы фокусировались. Тогда я сказал: «Эй, мы же проводим тщательную проверку утверждений христианства. Почему бы нам не провести такую же проверку утверждений ислама?» И вот мы начали изучать Мухаммеда и Коран, используя тот же подход. Вера Набиля в ислам начала разрушаться. После того, как он обратился, он рассказал мне. Он сказал, что каждый раз, когда мы рассматривали доказательства какой-либо христианской позиции, я думал про себя: ого, я и не знал, что у них действительно есть веские доказательства того, во что они верят. У них действительно есть веские доказательства того, что Иисус умер на кресте. У них действительно есть веские доказательства того, что Он воскрес из мертвых. У них действительно есть веские доказательства того, что Он сделал эти заявления о себе. О, правда? Почему же Он не обратился в христианство? Но он сказал, что всякий раз, когда он задумывался об этом, он думал: но даже если они с 99% уверенностью покажут мне, что все эти утверждения верны, я все равно на 100% уверен, что ислам истинен, благодаря научным чудесам, чудесному сохранению Корана и из-за удивительного характера Мухаммеда. Это дало мне понимание, что нужно как-то решать эти вопросы, иначе они не воспринимают Евангелие всерьез. И что же вы, ребята, говорите сейчас? Дэвид, просто проповедуй Евангелие, чувак, перестань разоблачать ислам. И я бы даже не удивился, если бы это было так. Я не думаю, что это так, потому что есть много христиан, которые мыслят таким глупым, устаревшим образом. Я имею в виду, что если бы мусульмане были умными, у них были бы поддельные христианские аккаунты. Они бы призывали просто проповедовать Евангелие. Это также библейский подход. Как сказано в послании к Ефесянам 5:11, нужно обличать бесплодные дела тьмы. А также, если вы посмотрите на Павла, он расспрашивал греков об их богах. Или о том, кого они называют невидимым Богом. А во 2 Коринфянам 10:5 говорится о том, что мы опрокидываем все надменно воздвигаемые препятствия против познания Бога. Так что если мы хотим проповедовать то, что написано в Библии, нам следует разоблачать ислам. Это по-библейски. Да, так что это звучит вроде: «Ребята, почему вы не проповедуете Библию, когда Библия говорит нам разоблачать ложные идеологии? Это как бы часть Библии». Да, если мы этого не сделаем, тогда встанет дилемма, и они должны будут это сделать. Они войдут внутрь. Да.